Добрый день, друзья! Сегодня приготовим самые ароматные и нежные булочки с корицей. Настоящие синнабоны. Они получаются мягкие, пушистые, с потрясающей сливочной глазурью. Для теста мне понадобится 250 мл теплого молока, 7 граммов сухих дрожжей, 70 граммов сахара, 1 яйцо, пол чайной ложки соли, даже чуть побольше, чтобы вкус был насыщеннее, 70 граммов мягкого сливочного масла и примерно 500 граммов просеянной муки. Сначала в миске соединяю теплое молоко, дрожжи и ложку сахара. Перемешиваю и оставляю минут на 10. Пусть дрожжи оживут. Когда сверху появится пенка, добавляю оставшийся сахар, яйцо, соль, мягкое масло и постепенно ввожу муку. Замешиваю мягкое, чуть липкое тесто. Такое тесто даст очень нежную текстуру. Накрываю миску и оставляю в теплом месте, примерно на 1,5 часа. Теперь готовлю начинку. Мне нужно 80 граммов мягкого сливочного масла, 100 граммов коричневого сахара и 2 чайные ложки молотой корицы. Перемешиваю все до однородной ароматной массы. Подошедшее тесто раскатываю в прямоугольник, примерно 40 на 30 см. Равномерно распределяю начинку по всей поверхности и аккуратно сворачиваю в рулет. Теперь, чтобы булочки получились красивыми, разрезаю рулет не ножом, а обычной ниткой. Она не сжимает тесто, и срез получается ровный. Делю на кусочки толщиной около 3-4 см. Выкладываю булочки в форму, оставляя между ними немного места. Накрываю и даю постоять еще минут 30-40. Перед тем, как ставить в духовку, обязательно поливаю булочки несколькими ложками молока или сливок. Это делает их особенно нежными и влажными. Выпекаю при 180 градусах примерно 25-30 минут до красивого золотистого цвета. А пока они пекутся, делаю глазурь. Беру 100 граммов сливочного сыра, 50 граммов мягкого сливочного масла, 80 граммов сахарной пудры, немного ванильного сахара и щепотку соли. Все взбиваю до однородности. Глазурь получается густая, кремовая и очень вкусная. Готовые булочки достаю из духовки, наношу глазурь, пока они еще теплые. Тогда она слегка растает и пропитает верхушки. Эти синнабоны – настоящее удовольствие, особенно с чашкой кофе или какао. Попробуйте приготовить, и я уверена, вы влюбитесь в этот рецепт с первой булочки.